Просто молча мы едем по полю, просто чуваки подбегают, о, у вас свободный кузов, запрыгнули к нам в кузов, поехали. Куда мы едем, они даже не спрашивают. Вперед, и ладно, в каком нужном месте, типа, там спрыгну. Вы чуваки вообще нормальные такие, типа, у кого-то мачете, вот смотри, прям такая нехеровичная мачете, башку просто снести. Вот чувак с автоматом сидит просто, калаш прям, просто, реальный прям калаш полноценный. I'm on a new level. Hand to go chira chuột. Hand to go chira chuột. Hand to go nhang go cham. Hand to go nhang go cham. Quê bà cái tiếng lùi. Quê bà cái tiếng lùi. Quê bà gì min cái juba. Quê bà gì min cái juba. Can ping and the window mà jungi. Quê bà cái juba. Люди мои, сегодня я покажу вам, как люди живут в 21 веке почти так же, как жили до нашей эры. Условные города посреди африканской степи — это вот такие огромные поляны, утыканные колышками. К ним привязывают коров, а люди ночуют прямо между ними, практически без единого дома и даже хижины. Так выглядит именно кровать. Это вот типа 6 палок он воткнул, и ветку сюда накидал, так выглядит кровать. И он вот на этой кровати будет спать всю ночь для того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не подошел к его корове, не своровал ее. Коровы — это их местные деньги. Ими расплачиваются за автоматы, пулеметы и даже за женщин. А если девушка вдруг решит развестись с мужем, который заплатил за нее коровами, знаете, что будет? Если женщина хочет развестись, она должна быть отправлена в тюрьму. Люди здесь пьют кровь коров, натирают их золой, делают им массаж по 2 раза в день и даже продувают под хвост, чтобы увеличить шансы забеременеть. Смотрите, что тут у них заготовлено. У них реально полноценнейший просто пулемет вообще стоит, просто вот как, я не знаю, из кино какого-то. Вы посмотрите, просто тут можно, войну просто, я не знаю, вести. Полноценный пулемет вообще, смотрите, лента просто вообще, смотри, как будто, я не знаю, просто как будто какой-то золотой фонд они охраняют. Попробую напиток, который похлеще супа из собаки в Северной Корее будет. Блин, да, она прямо сейчас наливает мочу в творог. Также покажу вам самый удивительный и довольно жуткий город, который местные организовали фактически на кладбище. Ребята, вот дети маленькие стоят, вот, значит, играют, вот, а внизу это как бы, это надгробная плита. И вокруг они здесь настроили просто огромнейший вот такой, значит, городок, в котором живет какое-то невероятное количество людей. Это Лядов, и сегодня я, пожалуй, в самом удивительном месте из всех, где я когда-либо бывал. Здесь живут самые высокие в мире люди. Они спят прямо между своими коровами и умываются под струей коровьей мочи. Вы прикиньте, от диких племен, с которыми они периодически враждуют и даже воюют, они защищаются автоматами калашников и пулеметами, которых здесь невероятное количество. Это Лядов, и как люди живут из самого дикого племени на земле — Мундари. Сейчас тоже фактически ночь, и знаете, что интересно? Куча людей на улице ходят, что-то болтают, чем-то занимаются, при том, что, в общем, ночью здесь довольно опасно. Я вот говорил, что межплеменные войны здесь регулярно происходят, так вот основные стычки, они происходят как раз в темное время суток, но местные не чувствуют этой опасности, как-то гуляют, но вы не встретите ни одной коровы на улице, потому что они уже давным-давно загнаны, они находятся под охраной, потому что у них к ним особое такое отношение к этим коровам, это такой условный капитал племени, что, в общем, знаете, довольно мудро, потому что вот создавая стадо, они как бы занимаются инвестициями, да, то есть вот они купили там несколько коров, те, значит, едят траву, плодятся, размножаются, и фактически владелец этих коров, он как бы получает такой условный пассивный доход. Реально мудро. Я, в принципе, считаю, что у них много чему можно здесь вообще научиться, тем более, что нам, например, с вами гораздо проще заниматься в современных условиях инвестициями. Я постоянно вам говорю, что инвестициями нужно заниматься для того, чтобы не жить всю жизнь на зарплату, да, а вот заставлять деньги, производить деньги. В нашем случае, конечно, для того, чтобы сохранять и по возможности умножать накопления, нужно выбирать не хорошую корову, а хорошую управляющую компанию, вот, которая сможет грамотно проинвестировать ваши накопления. Я для этого выбрал управляющую компанию Альфа Капитал. Они надежные. Компания существует уже 29 лет, имеет блестящую репутацию и более 1 миллиона клиентов, что, в общем-то, говорит само за себя. Но самое главное, что Альфа Капитал предлагает широкий ассортимент решений, в том числе для тех, кто никогда раньше
раньше не занимался инвестициями и мало чего в этом понимает. У ребят огромный опыт, команда профессиональных управляющих, и они помогут всем. И тем, кто просто хочет сохранить свои сбережения от инфляции, и тем, кто нацелен на максимальную прибыль. Они помогут выбрать правильное направление для инвестиций и дальше полностью возьмут на себя всю заботу о ваших средствах. И самое главное, что не надо самим тратить бесценное время на эти котировки, фонды, акции, бесконечные финансовые отчеты. От всего этого голова кругом. Можно довериться профессионалам и спокойно заниматься любимыми делами. Достаточно перейти по ссылке в описании и сделать свой первый шаг к умным инвестициям. Видите чуваков, которые со всех ног несутся куда-то с оружием? Присмотритесь. Первые два с автоматами, вторые с машинганами. Это ручные пулеметы Калашникова. Такие в минуту выпускают по 150 пуль на вооружении 20 армий мира. Дикие машины для убийства. Ребята все-таки бегут с автоматами куда-то защищать рубежи. Вон сколько много. Чуваки бегут на подмогу товарищам. Знаете зачем? Потому что на местном спортивном турнире их борца только что одолел спортсмен из другого племени. Причем вроде как нечестно. Неправильно подобрали весовые категории. За такое тут вполне можно получить пулю и не одну. Борьба в Южном Судане – самый популярный вид спорта и дело чести. А спортсмены – самые уважаемые люди. Если кого обидят, тут вписываются всем племенем. Руку идет. Выглядит очень эпично. Борцы выходят к людям, как Макгрегор к октагону. В шкуре из настоящего леопарда и с королевской шалью длиной метров 5. Группа поддержки гудит в самодельные трубы, а боец, смотрите, размахивает руками. То ли ужас нагоняет на противника, то ли просто разминается. Вокруг журналисты снимают на телефон, причем зацените, мужик в плюс 40 в полном костюме и ботинках приехал вести трансляции. Вот другой борец без музыки танцует перед боем. Потом ни с того ни с сего начинает выпрыгивать вверх. Вот еще один ритуал. Специальный человек ходит и хлещет спортсменам по ушам какой-то веткой. Местная красотка разгоняет толпу ультразвуком. Мужики бьют в барабаны, девушки нарядно оделись и поют ободряющие песни. Народ с мачете в руках качает под местные мотивы. Бойцы какой-то нереально крутой физической формы. Зацените, у них длинные руки, чуть ли не до колен. Они опускают их на землю, чтобы вытереть пот с ладоней об песок, и начинается бой. С каждым раундом страсти накаляются. Это не просто борьба, это бой племен, которые много лет ненавидят друг друга. Вроде как хотели показать, что политически дружат и борются только на ринге. В леопардовой шкуре боец племени Динка, самого многочисленного в Южном Судане. Президент страны из этого племени. В синем платке мундари. Сцепляются так, что журналисты хватают свои штативы, камеры и отскакивают. Но пока бой под контролем. Еще немного и на бой выходит чемпион Динка. Высотой 2 с лишним метра и огромный как дом. По какой-то причине в пару с ним выставляют борца, который даже визуально раза в 1,5 меньше. Сцепляются накрепко. Худой пытается обскочить большого по-шустрому со стороны, но тот заваливает его мощью. И когда все понимают, что Динка вот-вот победит, народ тупо вываливает на ринг. Все — тренеры, журналисты, поддержка, просто какие-то чуваки с вузелами. И начинается замес. Со всех сторон начинают бежать парни с палками, какими-то рогатинами. Закончилась массовой дракой. Народ начал драться. Потом
Потом к ним подключаются парни с пистолетами, автоматами, пулеметами. Простых зрителей тут же вывозят подальше от ринга. Но судя по доносящимся звукам, там начинается трэш. Вот мой товарищ Дима Лукинчук был там. Закончилась борьба, я приехал в лагерь, тут побежали, слышите, стрельбу, побежали местные с автоматами, с пулеметами куда-то. В общем, что-то какая-то фигня начинается. На следующий день мы узнали, что 2 или 3 человека в потасовке погибли, многих ранило. А до массового нападения на лагерь Мундари, куда мы ехали, оставалось около недели. Время сейчас уже примерно 8 вечера. Мы должны были приехать в деревню примерно в 2 часа дня. Вот. И понятия не имею, когда мы в итоге в нее приедем, потому что уже мы несколько часов просто вот плутаем кругами какими-то по вот этой по африканской вот этой равнине, называется она буш, ну то есть это вот такие колючки. Вот. Ни хрена вообще непонятно, куда мы едем, зачем. Вообще даже не... Вот мы спрашиваем я спросил у нашего водителя, он сидит прекрасный человек. Говорю, чувак, как ты думаешь, мы вообще далеко от места? Он говорит, блин, вообще понятия не имею. И вот мы в очередной раз встали. Обычно это вот так вот происходит. Вот мы останавливаемся, и это означает, что мы либо не туда приехали, мы разворачиваемся и хреначим назад, или это означает, что кому-то пробило колесо, у кого-то перегрелся двигатель. Чтобы добраться до самого удивительного племени на Земле, нам предстояло проехать около 300 километров от Капаэты до общины в штате Таракека, так называется столица племени Мундари, по диким степям Африки. Проблема в том, что мы прилетели сюда сразу после сезона дождей, и вместо дорог в некоторых местах находились полноценные болота. Машины один раз развернулись, думаю, ну ладно, бывает, перепутали поворот, но проходит время, и они снова разворачиваются. Потом опять. И опять. В какой-то момент возникает ощущение, что мы ездим по одной и той же дороге туда-сюда. Я думаю, из-за дождя дороги спутались, и мы пытаемся сейчас выбрать правильное направление. Как ты думаешь, мы далеко? Я думаю, еще около часа. Так они нам говорят уже часов 5, наверное, точно, что нам еще ехать где-то 1 час. Ну ладно, ребята местные, кому нам еще доверять? Иногда откуда ни возьмись появляются люди, а иногда и целые деревеньки. Но мы не можем остановиться у кого попало, потому что тут так не делается. Все только по предварительной договоренности. В какой-то момент все прохожие начинают показывать нам на одно и то же направление. И кажется, что ура, мы вот-вот приедем. И что вы думаете? Мы снова развернулись. Уже раз, не знаю в какой, перестал считать. Вот. Обычно это происходит так, что мы едем, упираемся так, что там либо заканчивается дорога. Ну да, как правило, там заканчивается дорога, и вот в этот момент мы понимаем, наверное... И что? Господи, сколько мошек, кошмар. Атмосфера накаляется, ребята-водители переходят на повышенные тона даже между собой. В какой-то момент один из уставших водителей бросается на нашего гида Айзека, того самого крутого чувака из прошлого выпуска, со словами «Хватит врать, что нам ехать час, скажи уже правду, сколько ехать еще?» Вдруг Айзек уговаривает какого-то местного сесть с нами в машину и прям пальцем показывать, куда ехать. Вроде появилась надежда, но 10 минут, очередная лужа. Расскажу вам супер обидную историю. Значит, свою самую первую тачку я купил на 3-м курсе универа. Накопил, взял с салона Мазду 3, просто перец, был вообще кайфовал. Проходит года 1,5, ее угоняют, прямо у меня прям во дворе она стояла, она застрахована не была, просто было дико обидно. Ее как будто бы искали, но на самом деле как бы ни хрена ее, видимо, не искали, никто со мной не связывался. Проходит несколько лет, мне звонит какой-то, значит, частный детектив, говорит: Антон,
Мы нашли вашу тачку в одном из регионов. Ее, значит, продают на каком-то авторынке. Причем, как я потом выяснил, ее продавали чуть ли не как новую, да, со скрученным пробегом. Я, конечно, слышал про такое, но вот в этот момент я реально был в шоке и понял, что никогда в жизни вообще не буду покупать себе машины ни на каких авторынках. Тем более, что сейчас есть уже, наконец-то, цивилизованные способы. И сейчас расскажу, как не нарваться, а выбрать достойную машину. Итак, заходим на Авито и выбираем подходящие варианты. Покажу вам на примере Audi A4, тут довольно много классных вариантов. Кстати, обращайте внимание вот на такие подсказки Авито, как, например, хорошая цена и отличная цена. Это означает, что автомобиль в принципе продается по цене ниже рынка. Все понравившиеся варианты добавляем в избранное. Далее нужно, конечно, проверить историю этих машин, которые мы только что выбрали. Давайте посмотрим эту Audi A4, по-моему, неплохой вариант. Для этого покупаю отчет Автотеки. Автотека — это проект Авито, который создан для того, чтобы облегчить процесс покупки. Вообще считается, что это самая полная база истории авто с данными от дилеров и автосервисов. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по нашей Audi. Значит, ограничений нет, прекрасно. Залог не обнаружен, еще лучше. В ДТП машина тоже не участвовала, страховых выплат не было. Так, теперь внимательно. Техосмотр машина проходила вовремя, причем, судя по всему, владелец очень щепетильно относился к этому вопросу, потому что проходил ТО каждые 10 тысяч, потому что вообще-то для этой марки нужно проходить ТО каждые 15 тысяч. Также все в порядке с пробегом, замечательно, судя по данным дилера, а также один раз эта машина продавалась на Авито. Слушайте, ну прекрасно, Audi прошла проверку, можно смело созваниваться с продавцом, договариваться на личный осмотр. Друзья, пользуйтесь советами, выбирайте машину спокойнее, просто перед покупкой проверяйте ее через Автотеку. Все ссылки оставляю в описании. Ну как можно было сюда залезть, Антон? Ну посмотри. Ну как? Ну как вот? Ну ты мне объясни. Так мы посреди хер знает какого места в Африке. Время уже наступает ночь, и вот что с нашей машиной. Она по пояс в грязи, увязла в болоте каком-то абсолютно. Вот. Я пошел в объезд проверять. Вот, и слышу, на меня несется эта машина. Я через кусты продираюсь, там нет дороги, реально. То есть они напролом пошли прям по бушу. Я продираюсь через эту дорогу, чтобы просто он меня не задавил. Вот, и в какой-то момент я вляпываюсь ногами по колено. Всеми четырьмя падаюсь, даже головой плюю туда, шапкой. Теряю там часть своих вещей и кричу: вашу мать, говорю, остановите машину, потому что машина на меня прет. Она продолжает на меня переть, понимаешь? Вот, а я просто не могу вылезти из этой грязи. Смотрите, что творит, а? Просто болотище, она где-то на полметра была внутри. Теперь наш путь выглядит таким образом, что перед каждой большой лужей мы останавливаемся. Выходит, значит, лидер нашей экспедиции, который уже грязный. Вот, соответственно, исследует, с какой стороны лучше проехать. И после этого только мы едем. Это, конечно, долго, вот, но другого способа нет. В итоге реально мы где-то каждые 10 минут останавливаемся перед очередной лужей. Ребята проверяют, насколько глубоко палка утопает в болоте. На часах 2:15 ночи, а мы все едем, а деревня, где мы должны были заночевать, как и по-прежнему, хер знает где. В итоге время, 4 утра. Мы где-то посреди африканской то ли пустыни, то ли не пустыни, то ли... посреди этой африканской природы. Просто мы не нашли, мы заблудились, мы не доехали до места. Ставим машины по периметру, мало ли какие звери ходят, и разбиваем лагерь прямо на том месте, где остановились. Спать до рассвета в палатках нам оставалось часа 3, а до заветной Таракеки было ехать и ехать. Важная особенность в том, что здесь обязательно надо повесить москитную сетку, вот такую вот. Потому что тут какое-то невероятное количество москитонов всяких летает, и многие из комаров являются переносчиками какой-нибудь желтой лихорадки или еще какого-нибудь говна. Поэтому надо дать как можно меньше им шансов проникнуть под мою кожу. Сейчас вот залезу в этот балдахин, буду себе спать как принцесса в палатке. Нас здесь много, но точного количества людей я не знаю. Много детей, взрослых, женщин.
пришла оттуда со своими детьми. Пешком. Эту женщину зовут Ферина Джанди. Малышка, которая намывает кастрюлю куском разорванной майки, чуть ли не единственная ее помощница. Мужа, с которым они жили в деревне, куда мы пытались доехать, не стало. А одной в африканской степи ей теперь не выжить. Мы приехали в Джубу, чтобы найти какое-то место для жизни. И оказались здесь, на кладбище. Да, вы не ослышались. На первый взгляд кажется, это обычный бедный район, но присмотритесь. Видите, человек спит под открытым небом. В качестве подушки у него под головой надгробная плита. Крест поломан, одни штыри торчат. Их здесь используют и в качестве стульев, вот мужик сел отдохнуть, и в качестве столов, вот женщина варит суп из бобов, а тарелки разложила на могиле. Тут же стирают в железных тазах из-под не пойми чего. Надгробие используют в качестве туалета. Малышей сажают в ямку рядом с плитой, и они делают свои дела. Тут же и спят люди. Вот кто-то положил матрас на надгробную плиту. Приезжают люди со всей страны, потому что здесь, в центре Джубы, много всяких международных организаций. И, соответственно, здесь они сформировали целый такой лагерь беженцев посреди бывшего кладбища. Да не бывшего, действующего, в общем-то. Вот посмотрите, вот ребята, вот дети маленькие стоят, вот, значит, играют, вот, а внизу это как бы, ну, это надгробная плита. И вокруг они здесь настроили просто огромнейший вот такой, значит, городок, в котором живет какое-то невероятное количество людей. Вы смотрите, вот в одной вот этой лачуге просто построенный вот реально вот из какого-то тента какой-то мешок сверху нацепили, и все, посмотрите. А внутри живет просто какое-то невероятное количество детей, посмотрите. Раз, два, три, 4, 7 человек. Это только дети, не считая родителей. Конечно, возможно, кто-то живет где-то по соседству, но тут почти в каждом домике то же самое. Люди также спят здесь, прямо на земле. Давным-давно здесь был какие-то остатки асфальта. Сейчас это вместе с глиной смешалось, и вот прям тут спят, соответственно. Иногда люди болеют здесь, иногда многие умирают прямо здесь. Мы не знаем, как мы можем помочь им с их болезнью. У нас нечем помочь им. Поэтому многие могут умереть прямо здесь. Это проблема. Это случается часто? Как часто? Каждый день? Да. Каждый день кто-то умирает? Каждый день. Да, кто-то умирает. Иногда здесь нет еды, нет хорошей одежды. Мы одеваемся... Вот, посмотрите. Вы видите детей. Не так уж хорошо. Иногда некоторые ходят голые. Вот женщина повесила сумку на дверь, а у нее оттуда какие-то звуки раздаются. Причем все громче и громче, раскутывает, а там... Она забеременела здесь и родила тоже здесь. А где ее муж сейчас? Ее муж где-то здесь. Возможно, пошел на рынок. Он работает на рынке. Она что, рожала прямо здесь? Да, в этом месте. Посмотрите. У них внутри одна кровать и больше ничего. Обратите внимание, обувь только на 4 ребятах из 9. Босиком ходят многие. И зря вы думаете, что кладбище заброшено. Вот человек умер в 2007. Вот могила некого Йона Фатаки. Похоронили в 2019. А вот совсем свежее место. Это дом одной из мадам. Она сейчас работает в деревне, но ее муж умер. Он был похоронен в этом месте. Прямо здесь? Да. Но мы достали его отсюда, убрали и отвезли в деревню. Почти в каждом доме обязательно кальян. На канистре, на бутылке, неважно. Есть своя парикмахерская под деревом. Этот вот весь маленький городок разделен еще на более мелкие какие-то вот общины. Вот, например, и в каждой общине есть, соответственно, в центре вот какой-то костер, вокруг, соответственно, живут люди. Вот так выглядит, в общем, типичный жилой дворик вот этого необычного комьюнити. То есть вот они построили свои домики. Но это не домики, это, знаете, это вот они вот вставляют вот такие вот палки, и между ними натягивают просто вот такой вот, вот такие вот полиэтиленовые пакеты из-под картошки вот и так далее. А их обычно они натаскивают их, знаете, потому что международные организации в них раздают помощь, и вот они их собирают, коллекционируют, и вот из них они строят домики. Белье сушат просто на пеньках. Вот кто-то повесил сумку, а поверх лифчик сушится. В качестве шторы натянули кофту, чтобы защищала от солнца. Готовят вот на таких плитах. Горка из глины, которая затвердевает накрепко из-за обжигающего огня. Вот женщина варит суп из травы. На вид кажется, как будто какое-то зелье сказочное. Вот с подносом с мухами сидит заботливая хозяйка и разделывает голову какого-то животного. Надгробная плита здесь и стол, и стул одновременно. Вот это отсюда. Вот эта штука коровы — это рот коровы.
Остальное вот здесь у коровы. Проще говоря, кишки, если вы не поняли. И это реально здесь деликатес, потому что в основном ситуация с едой следующая. Как часто вы едите? Что вы едите? У вас есть проблемы с едой? Только зерна. Каждый день едим зерна. Также едим маниок. Каждый день, ничего больше. А где вы берете деньги? Идешь на рынок и просишь у людей помощи. Но может быть, что у людей нет денег. Тут действительно как повезет, потому что богатые люди в Южном Судане есть. Кто-то же ездит на дорогих машинах, ходит в супермаркет, который выглядит, как будто ты в магаз на Манхэттене зашел. Возможно, вы удивитесь, но Южный Судан – страна безумно богатая нефтью. Ее здесь примерно столько же, как и в Канаде, которая выглядит вот так, как и в государстве Оман, которое выглядит вот так, и больше, чем в Австралии, Великобритании, Дании. Только вот доходы от продажи этой нефти в Южном Судане достаются фактически двум людям и их окружением. Президенту, вот этот чувак в шляпе, и вице-президенту, вот этот в очках. Дело в том, что нефти тут много, но трубопровод, по которому ее можно вывести и продать, один. И проходит он через территорию другого государства, Судана, главного врага южносуданцев, от которого они пытались отделиться десятки лет. И отделились в 2011-м, став отдельной страной. Президентом стал человек из самого многочисленного племени Динка, Салва Киру, вот этот в шляпе. Вице-президентом из второго племени в стране, Нуэр Риек Мачар, в очках. У каждого из них огромная армия, и ненавидят они друг друга примерно так же, как Южный Судан и Судан. Начинается не просто война, а настоящая резня. Простым людям говорят, что это битва за уважение их племени. А на самом деле это война человека в шляпе и в очках за доступ к тем самым трубопроводам для продажи нефти. 5 лет боев погружают страну в полный хаос. От 200 до 400 тысяч погибших. Миллионы людей покидают свои дома и становятся беженцами. Инфляция достигает 300%. А потом эти два чувака договариваются, подписывают мирное соглашение друг с другом, а потом и со своим злейшим врагом Суданом о поставках нефти. В Южном Судане при этом по-прежнему разруха. 7 миллионов человек голодают, а оружия столько, что абсолютно любой спортивный турнир спокойно может обернуться перестрелкой. Смотрите, время 6 утра, только-только солнце поднимается. И вот видно, насколько огромное это стойбище, потому что вот все коровы, здесь тысячи коров. И просто охреневаешь от этих адов, потому что люди реально живут между этих коров. Вот посмотрите, вот одна кровать, вот они только-только тут проснулись. Вот, соответственно, еще одна кровать тоже стоит просто под открытым небом. Вот там вот более... Вот там чуть подальше чувак захотел большего комфорта, натянул какие-то простыни, соответственно, укрылся ими. Вот это вот вообще VIP-домик. То есть поставили по периметру палки, натянули тент, и под ним живет семья, и более того, под ним вот укрываются люди, когда начинается дождь. Вот прямо сейчас начинается дождь, все сюда залазят. Это единственное место, где можно укрыться от дождя. Сейчас, секундочку, я протру. Посмотрите, вот они. 5, 6, вся семья огромная вот живет здесь, прямо тут. Прямо тут спят. Тут все увешаны просто вот калашниками. Калашей тут просто вот на каждом шагу невероятное количество какое-то, как будто ты просто на войне, я не знаю, я такого не видел. Первыми просыпаются женщины, пересыпают зерна из кастрюли и долбят его палкой. Получается молотый кофе. Совсем младенцы ночуют под тентом. Парнишке года 3, только глаза открыл. Ребята постарше просыпаются раньше всех. На них самая тяжелая работа. Они руками собирают коровьи какашки и несут их на огород. Там женщины раскидают их по земле, они высохнут и накидают их в костер и сожгут. Так получается зола, которой они чистят зубы, натирают лица, руки, ноги. Пепел – реально эффективное средство борьбы с бактериями. Мужчины первым делом намывают коров. Они
берут в руки золу, натирают полностью сначала всю корову, также натирают ему рога, то есть таким образом они как бы чистят, омывают, то есть это как бы корова принимает душ таким образом. Также, обратите внимание, они, соответственно, натирают не только корову, а еще и рога и уши, аккуратно, смотрите, уши ей внутри, со всех сторон, уши вообще ей, значит, промывает, просто, смотрите, да у них тут дети, значит, бегают грязные, а вот корова у них чистая, как вот, я не знаю, просто как женщина, как он намывает просто ее, смотрите, просто вообще просто каждый сантиметр вообще промывает бедной этой коровы и глаза, и нос, и морду, просто со всех сторон. Любовь к коровам тут таких масштабов, что мужики не выпускают автоматы, чтобы защищать животных даже во время сна. Вот парень в красной бандане только просыпается. Первым делом достает калаш и вытаскивает патрон, который был наготове всю ночь. Вот еще один. Вместо подушки у него коробка с патронами. Эта девушка спала сразу на 2 автоматах. На самом деле, если вглядеться, это не просто кровать, это целая засада со всем необходимым для внезапного боя. Это подушка. Традиционная подушка. Но она также используется для защиты. Если ты дерешься на палках, то держишь ее вот так и прикрываешь себя для защиты. Им также можно ударить? Да, это такое средство защиты. Смотрите, что тут у них заготовлено. У них реально полноценнейший просто пулемет вообще стоит, просто вот как, я не знаю, из кино какого-то. Вы посмотрите, просто тут можно, войну просто, я не знаю, вести. Полноценный пулемет вообще, смотрите, лента просто вообще, смотри, вот как будто, я не знаю, просто как будто какой-то золотой фонд они охраняют. Тигеров. Враги боятся его очень сильно. Потому что патрон не реагирует на потоки ветра. Он очень мощный, очень большой. Нужно 8 коров, чтобы купить такой. Маленький автомат стоит только 1 корову. Важная деталь. Деревня у Мундари есть. Там живут старики и женщины, которых в полевом лагере очень мало. Вообще, ребята из этого племени невероятно любопытные и интересующиеся. Это вот нормальная история, когда ты идешь, и они к тебе подходят, там начинают тебя цеплять за рюкзак, начинают гладить твои волосы, потому что им прикольно, что я пушистый. Но уверен, что как только у них появится нормальный интернет, они сильно шагнут в прогрессе. Сейчас в Южном Судане доступ к интернету имеет около 17% населения. Прирост идет по 1-2% в год, но довольно скоро доступ к нему получит гораздо больше людей. Опыт развивающихся стран говорит именно об этом. Вообще практика показывает, что чем больше компьютерной грамотности в стране, тем быстрее развиваются люди. В принципе, отрасль IT сейчас очень активно развивается по всему миру. И, в общем, если вы раньше никогда не занимались, например, программированием, это вообще не повод не пробовать. Ну, например, да, мы с детства все гоняем в игры. Я, например, больше всего любил Control и Stronghold, и в героев еще играл. Так почему бы не попробовать создавать эти игры? Например, в Южной Корее, где я был, да, одна из самых развитых стран, так вот там сфера создания видеоигр, она является одной из самых богатейших вообще во всей сфере IT. Поэтому, если вы тоже заинтересуетесь, я рекомендую вам образовательную платформу Geekbrains и их курсы по самым перспективным профессиям. Сейчас расскажу про те, которые мне нравятся больше всего. Если вы хотите выжать максимум из любого железа, программировать роботов, создать, например, свою операционную систему, язык или еще какую-то другую мощную штуку, вам прямиком на факультет разработки C++. Такие продукты, как Pokemon Go, IKEA Place, потом Snapchat, VR-чат, да даже вот эти вот популярные маски в Инстаграме, все это создано с помощью технологии VR и AR. В принципе, вообще сейчас технологии виртуальной и дополненной реальности используются практически везде. В продажах, в магазинах, в проектировании, там, в здравоохранении, в образовании, да даже в военной промышленности все это используется. Это
прямо сейчас топ. Игровой аналитик, он собирает данные о поведении игроков в компьютерной игре, и его работа позволяет предсказать действия игрока в компьютерной игре. А самое главное, предсказать прибыльность проекта, поэтому, в принципе, очень важный человек в команде. В общем, есть из чего выбрать. К тому же, для вас сейчас в Geekbrains действует промокод на скидку 45%. Очень крутое предложение. Поэтому переходите по ссылке в описании и обучайтесь самым топовым профессиям уже сейчас. Слышите этот звук? Писит корова. Вот на этот звук они ориентируются. То есть они слышат, ага, где-то кто-то сыт. И хоп, быстро, так, в какую сторону бежать? Так, ага, вон где сад. Суд. Бегут. И вот надо успеть помыться до того, как корова закончит писать. Этого парня зовут Габриэль, он местный учитель. Знает английский, потому что его отец отправлял его в соседнюю, более развитую страну, Уганду. Ведет меня на важный утренний ритуал. Старейшины раскуривают трубки, дети чистят зубы золой, мужчины идут умываться. Подходишь к ней, подсовываешь голову и моешь голову. Не нашел писающую корову, не помыл голову. В качестве полотенца отлично подходит коровья кисточка на хвосте. Мочой можно и зубы почистить, почему нет? На случай, если кто-то упустит струю, они по-братски друг другу набирают запас. Вот товарищ проспал, умывается из кувшина. Лучше всего мыться, чем раньше, тем лучше. Чем ближе к рассвету, тем проще помыться. Потому что коровы после ночи, соответственно, писают долго. Прям долго льется такая струя, прям причем мощная, такая тепленькая. Ночью-то холодно. Еще один бонус – волосы становятся коричневого цвета. Например, чтобы добиться вот такого оттенка, нужно проливать голову под струей 7 дней подряд и периодически утрамбовывать волосы золой. Вот местная красавица по имени Какули так сделала. Больше половины детей ходят либо без штанов, либо вообще без одежды. Согреться легко, ложишься на кучу золы и норм. В кастрюлях кипятится варево, близится завтрак. Короче, мне сейчас дали, значит, вот этот кувшин, в котором молоко нацежено, которое они только что, соответственно, сдаили. И как бы хрен бы с ним, с молоком. Вот этот кувшин просто совсем недавно мыли мочой. Ну, они тут все моют мочой, понимаете? Поэтому, как бы, это они специально мне его помыли. Это, знаете, это знак уважения, что мы, прежде чем давать тебе молоко, мы его помыли самым чистым средством, мочой. Самая вообще чистая в мире моча. Вот. И как бы мне сейчас ее дают, я обязан попробовать, ну, ответить, скажем так, на их знак уважения в виде помытого мочой кувшина своим знаком уважения. Ну, я попробую, короче, это молоко. Кстати, потрясающее молоко. Потрясающее молоко. Очень такое и тепленькое, и сладенькое. Основная еда в племени – вот этот творог, который делают из коровьего молока. Самих коров они едят крайне редко. Некоторые источники даже писали, что мундари так любят своих животных, что не едят их вовсе, но это не так. Вот джентльмен, который поддерживает свою прическу очень тщательно, зацените, цвет волос правда получается красивый, я вообще не иронизирую. Богатый настолько, что у него есть своя собственная охрана. И угадайте, чем он расплачивается со своими телохранителями. Можете спросить его, сколько он платит им? Он забивает одну корову и делит мясо между всеми. Как часто он забивает корову? Каждый месяц? Раз в 2 месяца. А также постоянно делится молоком с ними. Раз в 2 месяца. А сколько у него охранников? 20. Ого, так ты как президент почти. На самом деле, президент ты или не президент, тут всем все равно. Важно, сколько у тебя коров. Это абсолютная, безусловная и, в общем, единственная ценность. Вы зацените уровень сервиса коров. То есть у них у каждого, значит, свое место обозначено, как я уже сказал. Более того, у каждой коровы своя собственная чесалка. Вот такая чесалка есть для коровы повыше. Вот для коровы пониже, типа, соответственно, 2 чесалки, потому что она любит, чтобы вот морду свою вот между этих 2 палочек вот так вот просунуть и так почесать ее. А зато при этом зацените, как рядом живут люди. Это просто кошмар. Ну, то есть они спят прямо, рядом между своими коровами. Где? Вот видите, вот тот хрень, вот похожую на какой-то подвал, да, вот эта вот непонятная конструкция, вот этот вот шалаш какой-то. Да, именно здесь живут люди, представляете? То есть, если дождь, соответственно, они залезают под эту кровать. Если дождя нет, то они, соответственно, спят на этой кровати.
просто космос какой-то вообще. Для меня это просто сюр какой-то. Такое впечатление, что это какая-то другая планета, я не знаю, причем и другой век, причем какой-то до нашей эры, мне кажется. Мужчины ночуют под тентом только в исключительных случаях. Это в основном для детей. Когда начинается дождь, мужчины и дети там прячутся. А также, когда ты женишься, ты тоже остаешься в этом месте. Ты и твоя жена спите там одни. Первую ночь? Да, ночь. Чтобы заниматься сексом? Да, для секса. Личное время. В остальное время максимум приватности — кусты. Вы не поверите, но именно так выглядит условный дом племени Мундари. Это реально дом, чтобы вы понимали, причем это вид дом. Почему? Потому что здесь есть дерево. То есть здесь нет ничего, ни стен, ни крыши. Они просто нашли какое-то дерево, которое у которого крона раскинулась больше, чем обычно. И, соответственно, это их дом. То есть тут он спит. Тут спит другой человек. Коровы, в отличие от людей, базируются всегда в одном и том же месте. Холмы — это места для самых любимых и самых красивых коров хозяев, чтобы было видно издалека. Видите, это прям элитка. То есть я сейчас зашел в Porsche центр, условно, этого племени. Реально, то есть видите, у них прям охренительно большие такие длиннющие рога. И это прям ценится очень-очень сильно. Знаете, как у нас апгрейдят Porsche Cayenne, там гелик какой-нибудь, его, соответственно, делают матовым. Короче, у них понт — это рога коров. Они реально вообще на них не жалеют. Это просто охренеть можно, как они за ними ухаживают. Одна корова стоит от $500, но за таких дают все 800. В сейф ее не закроешь, поэтому и столько оружия вокруг. Периодически дружественные племена, разбросанные на 1-2 километра друг от друга, стреляют в воздух. Другие им отвечают, это значит, что все коровы вернулись с прогулок и все в порядке. Такой телефон из автоматов получается. Обычной связи тут нет, хотя это скорее упущение властей. Трубки у Мундари в наличии, они с них музыку слушают. И часы носят, и джин могут вечером выпить. Вообще, из всех племен, которые я видел в Южном Судане, Мундари самые продвинутые. Как они разбираются в этом безумном количестве коров, чья из них чья? Обратите внимание на уши этой коровы. Смотрите, видите, они как у нее прям надрезаны такими, знаете, прям как вафлю какую-то ей надрезали, прям, смотрите, бахромой такой прям надрезаны уши. Это специальный знак, который говорит о том, что, соответственно, эта корова принадлежит племени, у которого абсолютно всем коровам таким образом надрезаны уши. Соответственно, у другого племени, там уже, соответственно, уже рисунок попроще, обычные какие-то выемочки. И так они понимают, кто есть кто. А сколько у него коров? 100. 100? Так ты богатый. Они специально находят красную глину, смешивают ее с золой и натирают их рога красным, таким ярким, охранительным цветом. Это, конечно, очень впечатляет, это реально выглядит красиво. А незамужние девушки хотят стать его женами? Он популярен среди женщин? Женщины любят его, потому что он богатый человек здесь. Люди тоже любят его. Враги, которые находятся далеко друг от друга, знают его очень хорошо, потому что он богатый. Они хотят убить его за его богатство. Он что, самый богатый человек в общине? Да. То есть он самый востребованный муж? Да. Сейчас у него 2 жены, но есть предположение, сколько он хочет в итоге? Он хочет 9 жен. 9 жен? Вау, зачем ему 9 жен? Простите? Он спрашивает тебя, сколько жен ты можешь позволить себе. Только одна. Сколько детей она сможет тебе родить? Ну, может быть, 3. А зачем ему 9 жен? Он говорит, что у него много коров, и у него есть определенная репутация. Он хочет родить много детей, чтобы в случае, если придут враги, у него было много бойцов для защиты. А сколько детей он хочет в итоге? Он хочет, чтобы каждая жена родила ему 10 детей. Серьезно? Умножь 9 на 10. 90?
Да, 90 детей. Ты что, хочешь свою собственную страну? Так он сможет защититься от врагов. За жен здесь, как и в других племенах Южного Судана, расплачиваются коровами. В прошлом выпуске Айзек рассказывал, что планировал заплатить 30 коров за девушку. Здесь у Мундари расценки какие-то нереальные. Вот угадайте, сколько наш богатый чувак хочет за свою дочь. Она, мне кажется, реально красивая. Напишите в комментарии, согласны ли вы со мной. Сколько ты хочешь коров за свою дочь? 150 коров. За одну дочь? Да, 150 коров за девушку. Вау, это слишком много. А он отличный бизнесмен, предприниматель. Вот, видимо, почему у него так много коров. Друзья, лично я против того, чтобы женщин оценивали не только в коровах, но и вообще в чем бы то ни было, так как, мне кажется, девушки создания бесценные. Но так уж тут у них заведено. При этом красота при оценке далеко не самый важный критерий. Эту зовут Какуля. Она будет стоить примерно 80 коров. Потому что она высокая и красивая, и тело у нее крепкое. А почему это важно? Потому что она может хорошо копать. У нее хорошие способности копать. Низкая девушка не сможет копать, только такая, высокая. А, например, может она ответить мужчине: окей, 80 коров, но я не хочу выходить за него замуж. Это возможно? Да, иногда. Например, я хочу жениться на Какуле, но я слишком низкий и уродливый. Тогда она не выйдет замуж за меня. Но если у меня много коров, я пойду и поговорю с родителями Какули, и они заставят Какуле выйти за меня замуж. Самая тяжелая работа по ухаживанию за коровами ложится на детей и женщин. Причем, вот зацените, видите, малыш, я не буду его показывать полностью, потому что он абсолютно голый стоит, и меня YouTube заблокирует. Так вот, посмотрите, что у него в руке. Конечно, огромная мачете. Вы посмотрите, этой мачете просто можно, я не знаю, Халка Хогана победить просто. И они все, соответственно, как бы управляют, обращаются с этим мачетом максимально профессионально. Огромными ножами они вроде бы бегают дрова собирать, но на самом деле следят за перемещением других племен и кланов, а также их коровами. Так они и свои богатства защищают, и наоборот, плохо гуляющую корову с удовольствием себе всегда притащат. За такое здесь не наказывают, а поощряют. Преступления по местным меркам выглядят совсем иначе. То есть, если у тебя нет коров, и ты переспал с девушкой, ты отправляешься в тюрьму? Да. А какие еще причины могут быть? Если ты украдешь корову кого-то из нашего лагеря и тебя поймают, ты тоже отправишься в тюрьму. А как выглядит тюрьма? У вас есть она? Здесь. Это просто клетка. Клетка. Да, большая клетка. Но ее сейчас нет. Ее строят из колючек и камней. У нас также есть веревки для коров. Мы можем связать ими человека до тех пор, пока проблема не будет решена. Вы прикиньте, какие предприимчивые. Еще у них очень интересная система выборов местного президента. Мы голосуем. Можешь описать, как это делается? Мы голосуем, но традиционно, выстраиваясь в линии. Вот, например, я кандидат в шефы, и люди, кто меня поддерживает, мои фанаты, выбирают мою линию. И за второго кандидата тоже встают на его линию. И потом есть люди, которые считают количество поддерживающих. И тот, кто набирает 70 голосов, становится главным. Может быть, кому-то покажется старомодным, но зато ты попробуй сфальсифицировать такие выборы. Честно, я влюбился в племя Мундари настолько, что решил попробовать их must-have коктейль. Короче, вот это типа супернациональное блюдо местного племени, это типа йогурт. Ну, на самом деле, это хрен пойми что, это какой-то творог в ведре, какая-то чача. И меня уже, честно говоря, от одного творога страшно. Вот. Выглядит он, ой, господи, а пахнет-то он. Ну, пахнет как такой забродивший вполне себе творог. Ну ладно, творог я еще сейчас попробую.
Прелесть в том, что это племя ест этот творог с добавлением мочи. Вот видите, мне бутылочку заготовили. Я, короче, не знаю, решусь ли я сейчас на мочу, но как бы, то есть, вот я попробовать творог я точно должен. Ой, с Богом. Господи, боже мой. Я никогда в жизни такого ничего не ел. Ну, это, какая-то кислятина, в целом творог какой-то. Мне вот кажется, знаете, когда вот из сепаратора что-то сливают, вот примерно на вкус вот такая же вот, типа кисло. А они добавляют мочи, чтобы не кисло было. Окей, let's do it, yes. Окей, давай сделаем это, сделаем очень быстро. Я постараюсь забыть этот момент. Слушай, неужели нам нужно так много? Боже мой. Блин, да, она прямо сейчас наливает мочу в творог, чтобы выпить его, да, это такое местное развлечение. Can you please first try first, yeah? Надо же перемешать, вот посмотрите, микс происходит. У них мешалочка специальная есть, чтобы сики перемешать. Господи, запахло мочой, бля. Реально моча. Это реально моча. Черт возьми. Боже мой, ненавижу эту рубрику, ненавижу. Блин, он даже, если его не остановить, он как бы вполне себе ему заходит вообще. Сейчас, давай, чем больше выпьешь, тем больше, не меньше мне достанется. Я только рад. Хотя там ведро они налили, типа, доза их, мне такая пол-ведра. Литра 2 вполне себе. And okay, tell me, what is it? How do you like it? Скажи мне, как тебе? Тебе понравилось? It's like salt. It's salty, yeah? Yeah, it's already salty in it. Why do you add? А зачем вы вообще добавляете туда мочу? To make it tastable. It will be very sweet. Very sweet, you like it, yeah? Yeah, you like it. Without urine it's not that tasty. Без мочи не так вкусно? Поняли, да? Типа без мочи это не так вкусно, вот он говорит. Тут наконец-то мочи добавили, вот... О, Господи. Короче, это племя считает, что моча это самая вообще чистая, вообще просто в мире жидкость. И как бы тот факт, что они мне еще сюда налили и угощают, это акт уважения. И попробуй, блядь, не выпей вот этого сейчас. О, Господи, такого я еще не делал никогда. Я сейчас пью творог с сиками коров. Давай быстро. 1, 2, 3. Честно сказать, я не раз пробовал. Я так страшно мне было, что я не понял, что это. Блин, какой... Супер бонус! Муха! Блять, муха! Как можно было сделать это все еще вкуснее? Конечно, добавив сюда муху. Короче, реально, он, знаете, как сказать, он другого вкуса. Обычный йогурт, он был такой прям кисляк, а когда добавили этого прекрасного ингредиента, то он стал, знаете, как бы вам сказать, более мягкого вкуса. То есть ты когда пьешь, вот, знаете, типа что-то такое прям супер кислое, у тебя прям вот очень кисло во рту. А это прям мягенький такой вкус, знаете, типа вот, как бы, та же молочная чача, только не прокисшая. Вот примерно такой эффект создается. Ой, Господи. Если серьезно, мочевина входит в состав многих кремов, шампуней, красок для волос в виде промышленно-синтетического соединения карбамид. В здоровой коже содержится около 1% мочевины. Короче, они почти по всем фронтам передовые, на мой взгляд, если бы только не их отношение к женщинам. Если женщина хочет развестись, она должна быть отправлена в тюрьму. Потому что я уже выплатил приданое ее родителям. Поэтому ничего. Если она хочет развестись, она что, должна отправиться в тюрьму? Я привел ее сюда, чтобы она производила мне детей, чтобы они содержали моих коров. Если с точки зрения развития племени это может иметь смысл, то с точки зрения женщин, теряя мужа или отца, ты становишься абсолютно никем. Неудивительно, что тот самый городок на кладбище, который я показывал вам ранее, на 90% состоит из женщин этого племени, потерявших своего мужа. Она говорит, ее муж умер, поэтому она пришла сюда. Человек, который водит меня по городку, представился мне как Калентин, похоже на наше имя Валентин. Вы удивитесь, но он один из членов правления этого городка на кладбище. Я не шучу. У них здесь реально есть администрация, которая заседает вот в этой самодельной церкви из бамбука. У нас есть свой мэр, а также полиция.
Есть и национальная полиция. Нас много здесь. Мы работаем совместно с правительством. А что за проблемы решает ваш мэр? У нас много проблем каждый день. Иногда какой-то человек может принести оружие и устроить здесь что-то. Может захотеть драться. Мы ему говорим: давай мы будем вместе. Оставь драки и пули. Чтобы вы понимали, просто так зайти вот в этот городок, значит, на кладбище и просто начать тут снимать тоже нельзя. Мы пришли, нас первым делом провели, значит, в приемную местного шефа, она же церковь почему-то. Соответственно, мы сели, там собрался целый консилиум. Соответственно, они долго слушали меня, смотрели, какие разрешения мне выдали и так далее. Но в итоге они сказали, типа, ребят, вы понимаете, к нам постоянно приезжает кто-то, говорит какую-то херню и ничего не помогает. Дайте нам денег, и мы вас тогда пустим. И, соответственно, так вот меня и пустили. А вот если бы я зашел сюда, без разрешения, да меня, просто закопали бы тут под какими-то из надгробий. Тут херова гора, и никто не найдет никогда вообще. Ребятам, кстати, даже есть где качаться. Штангу сделали сами. Вместо блинов — бетонные камни. Правительство может сказать: не сидите здесь. Это место для кого-то другого. Ты просто уходишь с этого места и ищешь другое место. Правительство не может предоставить тебе место. А мы здесь. Это место никто не может разрушить. Поэтому мы все здесь. Видите домик с какой-то фольгой? На покрывале надпись «Thermal Covers». Это, оказывается, термоодеяло. На слой полиэтилена нанесен тонкий слой металла, который превращает пленку в гибкое зеркало. За счет этого, когда укутываешься в него, тепло возвращается к телу и отлично согревает. Такие одеяла в Южный Судан привозят международные организации, вроде «Врачей без границ», а также Красного Креста. Несмотря на то, что они оказывают, казалось бы, самую необходимую помощь местному населению, нападения на сотрудников международных миссий происходят. Причем настолько часто, что Южный Судан считают самой опасной страной для гуманитарных работников. Смотрите, вот так выглядит госпиталь в столице Южного Судана, в городе Джуба. Здесь находится, на входе висит, соответственно, знак, что здесь не должно быть ни автоматов, никакого оружия. Более того, соответственно, висит еще плакат, который говорит о том, что ни ссор, никаких перестрелок, ничего нельзя подобного устраивать в госпитале. Внутри здесь довольно такая спокойная обстановка на самом деле. Вот. Обратите внимание на то, как выглядят кровати пациентов. То есть вот видите, да, к каждой из кроватей представлены такие вот бамбуковые палки, и на эти бамбуковые палки натянуты москитные сетки. В 2017-м Красный Крест даже приостанавливал свою работу на части Южного Судана после того, как на конвой из 10 машин напали и убили водителя. И это при том, что их внедорожники одни из самых защищенных в стране. Абсолютно все сотрудники Красного Креста перемещаются вот на таких мощных ленд-крузерах по Южному Судану. Более того, каждый раз, когда, соответственно, машина Красного Креста выезжает из офиса, значит, водитель обязан по рации передать в специальную комнату, где следят за перемещением этих автомобилей, куда они едут. И, соответственно, специальный человек сидит и наблюдает, все ли хорошо, по пути ли едет машина, ли на местное минус как-то непредвиденно. Более того, машины оснащены еще абсолютно все, там видно вдалеке, такой антенной, соответственно, которая как раз передает эту информацию в радиокомнату. И там сидят люди, которые отслеживают, соответственно, перемещение этих машин, чтобы что-то непредвиденного не произошло, соответственно, с сотрудниками Красного Креста. Когда я писал запрос на то, чтобы попасть в офис Красного Креста на съемку, понятия не имел, что встречу здесь землячку. Мария из Москвы закончила юридическую академию и уже больше полугода работает в Южном Судане. Я сначала приехала в Южный Судан на короткую миссию, 3 месяца, после чего в связи с пандемией, в связи с ковидом, я временно работала из Москвы в течение нескольких месяцев, и вот с августа я снова вернулась уже сюда, и с того момента я пока не уезжала в отпуск или куда-то домой. Здесь она занимается чуть ли не самой большой проблемой – пропавших без вести. По разным оценкам, таких в Судане после войны было около 4 миллионов. Достаточно большое количество людей пропадает без вести в связи с тем, что не налажены системы по обращению с останками, по обращению с умершими. Для нас довольно уже на интуитивном уровне понятно, что если человек умирает, то его, соответственно, доставляют в морг, семья имеет возможность опознать, после этого его хоронят в конкретно отведенном месте.
В Южном Судане судмедэкспертов всего около нескольких, буквально 2-3 человека на всю страну. Моргов, которые функционируют, вот в нашем понимании современных моргов, всего, ну, возможно, там 5-6 на всю страну, и мы говорим о том, что некоторые из них имеют внутреннюю вместимость, ну, порядка 10 тел. Непосредственно в столице есть 2 морга, которые вмещают порядка 20-30 тел. Но этого, безусловно, недостаточно. С ней в кабинете работает южносуданец Дуд Калан Майен. Он родился еще в Судане, том большом, до разъединения, когда столицей был Хартум. Сегодня это главный город другого Судана. Во время войны Кулан и его семья не просто уехали, они фактически убегали из Южного Судана. Ему было 5. В тот момент происходили бомбардировки правительством Хартума. Если они находили вас, они отправляли туда самолеты. Они посылали сбрасывать бомбы на людей, потому что предполагали, что они укрывали повстанцев в то время. А ты своими ушами слышал бомбардировки? Да, я слышал бомбы. Каждый раз, когда была бомбардировка, ты должен был бежать на реку, чтобы спрятаться у берега. Там были высокие стены, и самолет не мог заметить тебя. Южный Судан в тот момент одновременно с движением к самостоятельности погружался в хаос, из которого только начинает выбираться. Здесь очень много гуманитарных проблем, с которыми сталкивается население. Это и вооруженное насилие. Есть по-прежнему зоны, такие, в которых, к сожалению, люди гибнут от насилия. Есть люди, которые страдают просто банально от бедности. Есть достаточно большое количество проблем, связанных с климатом, поскольку ситуация, которая здесь происходит в результате наводнения, они на самом деле в отсутствие инфраструктуры и надлежащей логистики, они приводят к достаточно печальным последствиям для населения, которое вынуждено покидать свои дома, бросать свое имущество и искать где-то более спокойной жизни в другом месте. В итоге Кулан со своей семьей оказался в Кении, где было безопасно, хорошая еда, образование. Он выучил английский и мог бы жить в значительно более развитой стране. Но когда я жил в Кении, я жил беженцем. Я не был гражданином Кении, но я знал, что где-то есть место, которое ты называешь своей страной. В итоге он смог найти хорошую работу даже в Южном Судане. И все благодаря тому, что много стараний вкладывал в свое образование. И вместе с Марией они сейчас работают в Красном Кресте. Южный Судан занимает одно из первых мест по количеству населения, которое вынуждено было оставить свой дом в рамках страны. Это ситуации какие-то внутренних конфликтов бывают, то есть это может быть какие-то ситуации, связанные с насилием, это может быть наводнение, это может быть миграция. Кстати, если кому-то из вас будет интересна работа в Красном Кресте, можете посмотреть их вакансии на сайте. Из обязательных требований там знать английский или французский язык. И начинать с таких трудных мест, как Южный Судан, совсем не обязательно. Для начала вы можете найти вакансию даже в вашей стране и в вашем городе. Меня цепанул тот факт, что я понимаю, зачем я работаю, что в этом есть какой-то конкретный вклад в будущее для каких-то других людей. И это не просто работа ради работы. А это работа, которая наполняет, это может быть пафосно прозвучать, но это работа, которая наполняет каким-то смыслом твою профессиональную деятельность, твою жизнь. Кулан, едва закончив обучение, переехал из Кении назад в Южный Судан. Я проголосовал за референдум. Я проголосовал за отделение Южного Судана. И это, наверное, было моим самым большим решением – вернуться в Южный Судан. И знаете, когда я смотрю на Кулана, создается ощущение, что даже Южный Судан вполне когда-нибудь сможет превратиться в процветающую страну. Потому что есть люди, которые, несмотря на коррупцию, голод и полную разруху, просто помогают своим, тем, кто рядом. Это был Лядов и «Как люди живут». Подписывайтесь на канал.